Драконы – страшные гигантские существа, обладающие невероятной силой и магическими способностями. Откуда же все-таки появилось название и образ данного существа? Попробуем углубиться в эту очень интересную для многих тему. Смотри канал «Реальное нереальное». Подписывайся, ставь палец вверх, оставляй комментарии и звони в колокол, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Много веков назад, когда первобытные люди только осваивали язык общения, именно в тот промежуток времени и началась эпоха легенд о драконах. Первые люди находили огромные скелеты и кости динозавров, и перед их глазами вставали картинки с огромными чудовищами. Считается, что именно тогда и порождались первые истории о летающих драконах, начинались первые поклонения костям древних ящеров, и появились целые ритуалы, где на останки жителей мелового периода молились тысячи первых людей. Причина таких событий была чрезвычайно проста. Дело в том, что древние люди просто не знали, кому принадлежали все эти гигантские скелеты и кости. Так как новые Homo sapiens были очень суеверны и боязливы, то считали эти останки тем, что осталось от великих и ужасных божественных созданий, хозяев земли и всего человечества, впоследствии получившим имя драконы. Со временем по размерам этих костей людьми начали создаваться образы этих жутких существ. Некоторые драконы были с крыльями, а некоторые нет. Некоторые были с одной головой, а некоторые с двумя, тремя и так далее. Ближе к нашему времени были созданы целые классификации драконов и подобных им существ. Давайте рассмотрим примерные. В легендах и мифах Древней Греции упоминается о Лернейской гидре, змееподобном чудовище о 9 головах, которое опустошало окрестности древнего греческого города и было убито героем Древней Греции Гераклом. Еще одно чудовище в древнегреческой мифологии – Пифон, змей, охранявший вход в Дельфийское прорицалище, и был убит богом Аполлоном. В большинстве случаев его изображали как существо, похожее на дракона, а не на змея. Колхидский дракон. Именно этот монстр охранял Золотое Руно и потом был усыплен царевной Медеей. Исменийский дракон, охранявший священный источник бога войны Ареса, погиб змей от рук внука повелителя морей Посейдона Кадма, который затем основал на месте сражения город Фивы. Ладон, дракон, у которого было 100 голов, и который был повержен нашим старым знакомым Гераклом. Также были особенно многочисленные морские змеи, которые по сути были аналогом сухопутных драконов, такие же огромные и такие же кровожадные. В древней Скандинавии драконы были особенно популярны. Нидхёгг – популярный персонаж, отличающийся от других драконов огромными размерами, свирепостью и одержимый одной целью – грызть корни мирового древа, тем самым приближая конец света. Однако у него есть еще работенка – периодическое поедание людей, которые совершили жестокие преступления и ужасные грехи. Еще один из известных скандинавских персонажей – дракон Йормунганд. По древним преданиям, это чудовище покрывало своим телом всю землю, как на воде, так и на суше, и было своеобразным символом, как китайский инь и янь – светлое и темное, жизнь и смерть, начало и конец. Про этого дракона было написано немало легенд, в которых он участвовал в жестоких битвах с богами и людьми. А вот самый известный его противник – это бог Тор. Да, тот самый из Мстителей. Еще один не менее известный скандинавский символ дракономании – Фавнир. Это не полноценный дракон, а своего рода трансформер. Живет в человеческом облике, но когда возникает надобность, то махом превращается в кровожадного ящера и создает проблемы тем, кто покушается на его сокровища. Со Скандинавии мы переходим на китайскую мифологию. Вот здесь самое настоящее раздолье для всех любителей драконов. Для начала китайский дракон в китайской культуре – символ доброго начала янь, в отличие от дракона европейского и китайской нации в целом, прочно ассоциирующийся со стихией воды. В честь дракона установлен ежегодный праздник драконьих лодок. Китайский дракон связан с культом плодородия. И вообще в культуре древнего Китая мало есть чего, что не связано с драконом.
Размеры китайских драконов колеблются с размахом от 1 метра до более 300. Самки китайских драконов откладывают яйца, но некоторые детеныши вылупляются через 1000 лет. Их рождение сопровождается разгулом стихии, мощными метеоритными потоками, грозами и крупным градом. Перечислять разновидности китайских драконов не хватит и 10 выпусков, поэтому расскажем кратко. Существуют основные породы драконов, такие как небесный дракон. Это существо напрямую связано с китайскими божествами и занимается непосредственно небесными делами. Дракон-сторож. Обычно эти драконы находятся под землей, стерегут разнообразные сокровища и иногда хулиганят, раздувают вулканы. Земляной дракон. Очень авторитетное чудовище, которое заведует океанами, морями, реками и озерами. Дракон всех стихий. Ящер, который контролирует ветер, дождь и который гремит с неба громом и сыплет молниями. Также существуют такие породы, как чешуйчатый дракон, дракон с крыльями, дракон без крыльев, с рогами и без них, а также различных цветов и оттенков. Причем цвет чешуи определяет возраст дракона. Это самая малая часть того, что мы рассказали вам о китайских драконах. Пишите в комментариях, если хотите узнать больше. Древнюю Русь также драконы не обошли стороной. Многие летописи описывают огромное количество историй, связанных с драконами. Самый известный русский дракон популярен в наше время. Его прозвище – Змей Горыныч, чудовище о 3 головах. Изначально полностью негативный персонаж, с отличной регенерацией частей тела. В бою с русскими богатырями имел огромное преимущество. Вместо отрубленной головы моментально отрастала новая, а то и сразу 2. Также в русских былинах упоминалось о другом персонаже – Кощее Бессмертном. По некоторым сказаниям, он эксплуатировал несколько огнедышащих драконов вместо лошадей. Бог Перун в славянской мифологии тоже активно борется со змеей-драконом. А Георгий Победоносец на многих картинах и иконах изображен пронзающий копьем еще одного очередного дракона. Драконы Древней Японии. Японские драконы сильно похожи на китайских. Были случаи, когда историками было выявлено большое количество плагиата. В старинных летописях древние японцы попросту копировали китайских драконов, присваивая все их качества и даже имена. Но все равно между китайским и японским драконом различия существуют. Структура и физиология дракона. С первого взгляда как бы незаметно, и поэтому стоит приглядеться. Разное количество когтей, хвостов и голов. Отличительные черты чешуи и расположение клыков и зубов. Конечно, и в Японии среди огромного количества драконов были самые знаменитые. Представляем вам пятиглавого дракона. Этот дракон был покровителем водных стихий в одном из самых старинных японских мест. И этот дракон не был столь кровожадным, если, конечно, его не разозлить. А вот следующий монстр, дракон девятиглавый, был само воплощение зла. По преданию, он выбирался из воды и занимался поеданием детей со всех окрестностей. Слава богу, пришел один японский колдун и изолировал это страшное чудовище от общества. По легендам, существовал еще один грозный ящер, который также не скупился на ужасные преступления. Красноглазый восьмиглавый дракон. Его рост и длина измерялись не в метрах, не в футах, а в холмах и долинах. Да, его рост составлял 8 холмов и 8 долин, а также его тело было покрыто небольшими лесами, состоящими из деревьев, кустарников и мха. А хвостов у него было целых 8. Питался он исключительно молодыми девушками и был алкоголиком. Любил крепкие напитки местного разлива, отчего и умер. Одно хитрое божество обманом напоило чудовище, и пока монстр спал, ему отрубили все головы, хвосты, в общем, все конечности. Еще один не очень злой персонаж японской мифологии – Рюдзин, дракон, также являющийся богом водной стихии. Известен своими добрыми делами, надежный страж своей родины, покровитель всех жителей Японии. Иногда является людям как дракон, а иногда как человек, смотря по обстоятельствам. Обитает в глубине морей, не чужд к людскому горю. Японских драконов, так же как и китайских, огромное количество, поэтому перечислим самых известных.
Дракон, который приносит удачу. С ним мечтает встретиться каждый японец. Дракон, который может предвещать беду и вызывать дождь. Разноцветный дракон. Алый дракон. Зоркий дракон. Дракон, который без подзорной трубы или бинокля спокойно видит в радиусе 150 километров. Золотой дракон. Белый и красный драконы. Вечно голодные кровожадные драконы, которые питаются исключительно крупными мужчинами. Драконы существовали во многих легендах всех народностей мира. И причем с огромным успехом. И только совсем недавно, как только начала образовываться такая наука, как палеонтология, началось изучение истинных хозяев вековых скелетов – динозавров. Но оказывается, и сейчас в наше время каждый может взглянуть на настоящего живого дракона. Живет этот дракон на острове Комодо и известен более под именем Комодский варан. Самая крупная особь достигает в длину более 3 метров. И печально то, что в скором времени эти комодские драконы могут также остаться лишь историей в человечестве.